Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас лазерный уровень Fukuda, 6 вольт питания, модель 3GX. Клиент просит калибровку и юстировку. Принес сразу 3 похожих друг на друга уровня, 2 Fukuda и 1 Infiniter. Проверяем режимы. А на третьем лазере, смотрим, стоит светопроводящая заглушка. Аккумулятор FL-260, 4 винта по углам снизу под крест. Откручиваем. Снимаем фонари. И располовиниваем. Напоминаю, что прежде чем делать юстировку и калибровку, нужно очистить внутри все от пыли. Бывает, после чистки прибор начинает нормально показывать. Переднее грузило. На винте 2 шайбы. И с этой стороны тоже 2 шайбы, прикрученные винтом. И также на корпусе мелкие винты. Посмотрим, что у нас с расхождением. Включаем уровень. Будем измерять сразу горизонтально. Давно очерчены у нас метки на расстоянии 4,5-5 метрах. И вот сразу смотрим, у нас фронт чуть ниже второй метки. Разворачиваем задней частью. А здесь чуть выше. То есть задняя часть у нас задрана немножко, либо передняя завалена. Правая часть еще выше. Делаем рисунок. Левая у нас получается ниже на 3 мм, правая выше на 6 мм относительно пунктира. Пунктир у нас исходная. И зад немножко выше на 1 мм. То есть на рисунке мы рисуем корпус маятника. Точка, где нужно у нас, вот у нас здесь завышено, задрано. Таким образом. То есть эту часть надо сделать ниже. Либо эту поднять. Ближе к оси берем первый винт. Они у нас на резьбовом клее. На резьбовом фиксаторе надо сорвать. Срываем фиксатор путем выкручивания и вкручивания. И немножко закручиваем относительно первоначального состояния. Измеряем фронт. Теперь тыльную часть. Левая часть. Тоже на место встала, получается. Одинаково. И правая. Такие же показания.
Все, юстировка закончена, все было очень просто. Можно теперь вертикаль по вертикальной балке. У нас в фойе вертикальная балка, уже проверяли, что она вертикальная. Отвес края имеет. И по нему можем вот так посмотреть, то есть параллельно краю. Можно и развернуть для чистоты эксперимента. Все, собираем. Вот второй у нас тоже один в один Фукуда. Делаем вначале калибровку, то есть делаем измерение. Многие путают калибровку с юстировкой. Калибровка это у нас измерение, а юстировка это изменение уже показаний. Передняя задрана. Задняя часть. А задняя ниже. Миллиметра на 2. Левый край. Левый выше. Миллиметров на 6. И правый ниже. Миллиметра на 4. Все, также зарисовываем схему. Один-два миллиметра фронт. Задняя часть тоже где-то 2. Левая 6 и правая 4 занижена. Вот здесь нужно добавить груз. Северо-запад, можно сказать, или на 0,1. Где-то ближе к центру в этой части. Или справа, если есть там винт, его закрутить. Либо добавить груз каким-то образом, либо выкрутить. Все, также разбираем. Отсоединяем управление. Левый задранный. Значит, надо сделать больше веса добавить. Значит, надо винты выкрутить. Причем лево задрано больше, чем у нас зад получается. Значит, ближе где-то к центру. Вот два винта, они на равных расстояниях от центра. Не получилось у нас вывернуть винты, слишком сильный фиксатор. Греть мы не хотим. И будем делать противовес с помощью герметика. Вначале пластилином, кусочком найдем точку, куда будем добавлять. Здесь я уже за кадром это сделал. И потом вот таким вот силиконовым герметиком наношу груз, равный куску пластилина, в котором ранее измеряли. Обезжириваем поверхность и наносим любой герметик силиконовый. Тоже его в любое время можно убрать. Он мягкий, легко соскабливается. И поставили мы его высыхать. И третий нивелир у нас Infiniter CL360-2. Тоже похож на наши предыдущие, только винты у нас сверху открываются.
с ним уже видно, что работали, поскольку питание сделано на литий-ионках. С контролером воткнули, залили на неизвлекаемость. Тоже начинаем калибровку. Здесь совсем все ужасно. Перед завален сантиметра на 1,5. Сразу рисуем фронт относительно уровня 1,5 сантиметра. Тыл поворачиваем на 180 градусов. Здесь где-то сантиметр. Получается у нас выше. То есть тыл у нас задран, либо фронт, наоборот, завален. Здесь слева, здесь справа, левая часть. Ниже у нас на 3 миллиметра относительно метки. И правая. Выше. Два миллиметра. Ну и смотрим. Немножко правая часть задрана и тыльная часть. То есть груз надо устанавливать где-то в этой части. Относительно оси немножко правее. Либо закрутить вот эти вот винты, чтобы лево было легче, а тяжесть перешла на правый край. Также с помощью пластилина смотрим место, где у нас он будет приклеен. Перед чуть поднялся. Зад чуть спустился. Ну, надо еще добавить. Давайте обезжирим. И будем вот таким вот герметиком юстировать. Наносим прямо на поверхность, в точку, которую мы отметили, где должен быть противовес. Примерно такую часть, какой у нас был пластилин. И проверяем. Фронт. Тыл. Тыл немножечко выше.
лево. И право. Ну, либо-право, по-моему, встали. А вот надо еще на тыл добавить. Добавили еще немножко. И вот смотрим. Относительная линия находится немножко ниже метки. Будем равняться немножко ниже основной линии. Добавили мы еще. Это у нас задняя часть. И перед. Ну вот одинаковые показания. Все. Выключаем. Ждем, когда засохнет. Возможно, показания изменятся. Измерение. Через некоторое время проверяем. Застыл у нас герметик. И можно собирать. Держится, не оторвешь. Почему я рекомендую герметиком, а не пластилином? Пластилин может отвалиться, потечь. А герметик более надежный материал. Все. Соединяем. Собираем. Включаем, проверяем после сборки. Рекомендую снова измерить. Бывает, крышка влияет на какие-то показания, давит на что-то. Случались такие случаи. Неровно встало, либо какой-то мусор, либо еще что-то. Собираем также второй. Тоже смотрим, подсох герметик. Проверяем. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Ставьте лайки. До новых встреч.